Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир вживую. Максим Шевченко прямо сейчас на связи. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Друзья, спасибо большое, что присоединились. И, конечно же, как всегда, прямой эфир – это возможность получить ответы на свои вопросы. Их можно задать, как обычно, в сообществе YouTube, в клубе зрителей, в общем, везде, где традиционным образом мы анонсируем встречи наши. И, конечно же, в чате трансляции вживую, онлайн, но в самом финале. Поэтому приберегите вопросы для интерактива, что называется, для самого финала. Проголосуйте в нашем опросе. Об опросе немножко позже, потому что на самом деле насыщеннейшие дни, и очень много мы сегодня уделим внимания переговорам, очень много мы сегодня уделим внимания российско-украинским, вообще форматом продолжения войны, что несет с собой вот это лето, насколько оно будет кровавым, уже, по крайней мере, есть тяжелые удары, все это обсудим. Но как обычно, начиная с этого, погружаясь в это, мы немножко теряем геополитику в последнее время в наших эфирах, потому что действительно все эмоционально, все очень вживую, везде прямой эфир. Поэтому начнем, наверное, с геополитического. И я предлагаю с последнего выступления Трампа начать. Он опять говорит, будем бомбить Иран. Вот они наш вертолет сбили и вообще долго телятся с этими переговорами. Все, значит, мы ударим, полетим, разбомбим, силы и средства есть. То есть к нам вернулся Трамп, который буквально позавчера говорил, нет, мир, мир, мир. Несколько раз было стычек, ударов друг по другу США и Ирана, но это не мешало перемирию. Так, а теперь, получается, перемирие закончилось. А что это означает для мира, региона, и вообще как отразится возобновление войны Трампом против Ирана на судьбе вообще экономической и политической мировой карты мира? Это вопрос? Да. Войны не будет. Удары – это не война. Америка вышла уже из ритма большой войны, и большая война просто невозможна, потому что война – это не… Тем более война, которую ты ведешь за 3-9 земель. Одно дело, это когда ты ведешь войну на территории своей страны, которая втягивается в войну через население, через города, по которым наносятся удары, да. А другое дело, когда ты ведешь войну за 3-9 земель, чисто колониальную войну. Для такой войны требуется мобилизация армии, мобилизация флота. И, в общем, это война, которая уже после демобилизации армии и флота, когда вот авианосец, который выгорел из-за прачечной практически полностью, как нам теперь рассказывают, отошел обратно, очень трудно опять собрать такую силу для войны. Но для удара нетрудно, потому что удар – это взлетели несколько бомбардировщиков, пустили несколько ракет, по большому счету. И удары обязательно будут, а вот войны не будет. Удары – это демонстрация силы, демонстрация уверенности, демонстрация превосходства, демонстрация готовности отвечать, в конце концов, ударом на удар. А война – это совсем другое. У войны цели всегда стратегические, в отличие от военной операции или от удара, например. И все цели стратегические, которые декларировались в начале атаки на Иран, то есть смена режима, распад Ирана, Нетаньяху об этом говорил. Он фактически говорил о распаде Ирана. Трамп говорил о смене режима полной, да, и анонсировал, что 1000 офицеров КСИР звонят ему и в ЦРУ, думают, где предать родину, как сдаться, в плен якобы, и так далее. Все эти стратегические цели провалились. Войну Трамп и Нетаньяху проиграли. Никакие цели войны не достигнуты, если речь шла конкретно об Иране. Но при всем при этом Трамп является победителем совсем в другой плоскости, в другой ипостаси, которая не имеет отношения к уничтожению иранского режима, к режиму безъядерного Ирана, к разблокировке Ормузского пролива. Трамп контролирует мировой рынок нефти. Трамп – это американские нефтяные корпорации. Трамп – это Венесуэла, которую он просто взял под свой личный контроль.
Трамп – это, в конце концов, Ормузский пролив, который он контролирует с помощью Ирана. Потому что хочет эскалировать ситуацию, Ормузский пролив перекрыт. Хочет деэскалировать ситуацию, Ормузский пролив открыт. Стало быть, цены на нефть то поднимаются, то падают. А теперь посмотрим на Трампа, кого мы имеем в его лице. Мы имеем в лице его очень умного, хитрого, циничного, жадного человека, дельца, капиталиста настоящего. Вот символ такого капиталиста – это вот Трамп. Капиталист, капиталистович капиталистов. Понимаете? Который на самом деле занял такую позицию в мире, когда от одного его заявления цены на нефть могут либо подняться там на 2%, либо упасть на 2%. А это значит что? А это значит, что те люди из его окружения или его трейдеры, которые работают на нефтяном рынке, знают, когда надо продавать и когда надо покупать нефтяные фишки, так называемые, да, акции. Вот за час там до того, как Трамп скажет, ну все, сейчас конец Ирану, просто расхерачу Иран там в щепки, все, держите меня семеро. В этот момент, значит, надо покупать, потому что после того, как он скажет, цены рванут вверх. Потом Трамп скажет на следующий там день, например, ну ладно, все, с Ираном там, все очень конструктивно, я поручил Венсу, значит, вести переговоры, и уже у нас практически все подготовлено. И Венс, который вчера вот сказал, что через 2 недели мы все подпишем, да, еще. Значит, ну, а может быть, через несколько месяцев. Тут тоже очень интересно. Да. 2 недели, несколько месяцев. Это важно. За эти несколько месяцев эта игра продолжается. Цены упадут после заявления. Тут важно не процесс, а заявление. Цены упадут. Но те, кто знают, что они упадут, там за час до публикации этого заявления Трампа сбросят, значит, акции свои по хорошей цене. Ну, вот какие-то, значит, нефтяные. То есть я считаю, что Трамп просто конкретно рубит бабло на глобальных нефтяных энергетических рынках. Поскольку он не решил задачу, которую он хотел иметь полностью как бы решенной перед поездкой в Китай, а он хотел, чтобы перед поездкой в Китай у него Иран был разгромлен. И иранская нефть, он же конкретно говорил, я хочу забрать вашу нефть Ирана, я заберу нефть Ирана. Он говорил это. И у него это не получилось ничего. Более того, у него не только это не получилось, а получилось, что Иран перешел в контрнаступление и на самом деле, проигрывая, естественно, технологически, значит, с коалицией США, Израиль, НАТО, проигрывая там, в космическом оружии, в авиации, естественно. И Иран выигрывает на плоскости, в стратегии непрямых действий, нанеся удар по финансовым институтам Запада и нанеся удар по значит, мировой нефтяной торговле, по мировой коммуникации и угрожая перекрыть помимо Ормузского пролива еще и Баб-эль-Мандебский пролив с помощью движения Ансар-Аллах, дружественного и Ирану. И Иран очень активно влияет на все на это. Тут возникает такой вопрос, который я в закрытом канале своем, который мы теперь переименуем в канал «Смысл», обсуждал, неоднократно продолжаю обсуждать. Ведь на самом деле от этих игр Трампа и иранцы тоже выигрывают, потому что они же тоже торгуют своей нефтью по высоким ценам. Выигрывает Россия, например. То есть трейдинг, мировые крупнейшие трейдеры выигрывает Саудовская Аравия, которая точно понимает, когда и что Трамп скажет. Или знает, да? На самом деле все, кто торгует нефтью, так или иначе, серьезные большие игроки, заинтересованы вот в продолжении вот этого ни мира, ни войны, а как бы все перемещается в информационную плоскость. Погодите, а как Трамп тогда... банкует абсолютно. А как тогда выглядит Нетаньяху, которому звонит Трамп, материт, как участник игры или как камень в ботинке? Нет. У Нетаньяху свой проект. Нетаньяху трижды за прошедшие 2 недели, примерно, 3 недели сказал очень важные вещи, которые почему-то мир не услышал. Нетаньяху сказал, несколько раз подчеркнул в разных аудиториях. Мы были маленькой сверхдержавой, мы стали маленькой сверхдержавой, мы должны стать большой сверхдержавой. То есть Нетаньяху обозначил стратегический курс Израиля на переход Израиля от убежища еврейского народа, от государства, которое на подмандатной Палестине евреи получили благодаря Лиге наций сначала, а потом Организации Объединенных Наций, президенту Труману конкретно,
Вот перехода от того, где спасаются выжившие в Холокосте, к статусу сверхдержавы. То есть к статусу страны, которая обладает оружием сверхдержавы, а это ядерное оружие. Фактически Нетаньяху признал тем самым, вот, присвоив трижды, еще раз говорю, трижды не бывает случайной оговоркой. Это сознательно он как бы проговаривает в мире, что и Израиль хочет быть сверхдержавой. Это он фактически признает, что у Израиля есть ядерное оружие, причем стратегического уровня. У Израиля есть средства доставки ядерного оружия, причем, ну, очевидно, тоже стратегического уровня, то есть имеются в виду межконтинентальные баллистические ракеты. У Израиля есть амбиции контролировать как минимум регион. Регион, как сказал посол Хакаби США, значит, в Израиле, Такеру Карлсону в интервью, от Нила до Ефрата, согласно библейским пророчествам. Но до Ефрата получилось бы, если бы Иран был разгромлен. Вот разгром Ирана выводил Израиль к Ефрату. Все. В Иран возвращался бы предатель Пехлеви, и как бы, который одевал бы кипу, зажигал бы минору, и, в общем, подобно этому самому Хавьеру Милею, а аргентинскому бился бы головой в стену плача, понимаете, там и так далее. Вот Израиль, его влияние конкретное политическое становилось бы от Нила до Ефрата. Но иранцы уперлись, и Хизбалла уперлась тоже, и Ансар-Аллах уперлись. И несмотря на жестокие потери, ужасающие, они не ломаются, и их не сломить. Не согласно библейским пророчествам о падении Гога и Магога и пришествии царя Севера, там, не согласно разным другим бредовым взглядам религиозных фанатиков, понимаете, иудейских или иудео-христианских и так далее. Но не получается сломать. Вот как бы религия натыкается на живое воплощение сопротивления. Может быть, получится, я не знаю, потому что, как бы, ну, может быть, нет. Но, по крайней мере, Израиль заявляет точно совершенно и демонстрирует желание контролировать береговую линию от границ с Египтом, от сектора Газа, от перехода Рафах до, как минимум, середины Ливана, до практически пригородов Бейрута. Зачем это надо Израилю? Ну, во-первых, потому что это древняя мистическая земля Семиградия, древней Финикии, откуда произошли мировая торговля символически. Вот мировая торговля, ее создали финикийцы. Меня хорошо слышно? Да, все отлично. Может, меня видно плохо, слышно хорошо, Саш, да? Местами вот, видно финикийцы. плохо, но, в принципе, поэтому все хорошо. контролировать символически вот эту огромную территорию Семиградия, да, это очень важно, на самом деле, потому что это символ мировой торговли. Плюс Джаред Кушнер презентовал, помните, на месте Газа, на месте, где дети убитых, замученных, скорее всего, в ритуальных целях детей палестинских, там лежат кости, значит, там должна быть построена ривьера такая, куда должна, очевидно, после ухода из Белого дома переместиться вся семья Трампа и такой глобальный центр иудео-христианства, и христианского сионизма и вообще такого мирового финансового сионистского лобби. Вполне как бы такой Сингапур, значит, Средиземного моря. Плюс к этому на шельфе Средиземного моря находится огромное месторождение газовое «Левиафан», за которое ведется достаточно серьезная борьба между Европейским Союзом, Турцией. Ну, Ливию можно не считать, это не субъект, это объект этой борьбы, как и Египет тоже. А вот Израиль – это субъект, безусловно, этой борьбы. Плюс Израиль хочет, заявив о признании так называемого Сомалиленда, то есть государства на территории бывшего государства Сомали, значит, и размещение там военной базы, хочет контролировать все Красное море. На западе Красное море – это Эйлат, израильский военный порт крупнейший, да, военный промышленный порт Эйлат. Значит, на востоке Красного моря, то есть у входа, где Красный Рог, это будет Сомалиленд, израильская база. То есть они хотят это контролировать, для этого им надо будет тогда решать вопрос с Ансар-Аллах, с уничтожением хуситов, которые будут этому, естественно, сопротивляться. То есть, на самом деле, для Израиля цель очевидно поставлена.
переход к статусу региональной сверхдержавы, то есть державы, которая обладает такой военной мощью и экономической, которая превосходит совокупную мощь остальных государств региона, которая вся остальная мощь либо сломлена будет с их точки зрения военным путем, как иранская, там, либо политически, как сирийская военная мощь, либо будут подписаны какие-то сепаратные соглашения, как с Египтом, как Кэмп-Дэвидское соглашение, да. Ну, этому противостоят достаточно, потому что это как бы регион там тоже себя нашел не на помойке, и как бы там не все готовы, подобно Арабским Эмиратам, сидеть и вылизывать израильскую подошву. Саудовская Аравия, например, на мой взгляд, открыто поддерживает Иран вот в этом конфликте. Ну, не в смысле, что заявляют, что мы там не оружие Ирану поставляют, но, в общем, особо как бы не парятся и не потеет помогать американцам и израильтянам в их ударом по Ирану. Потому что они понимают, что для Саудовской Аравии это доминирование Израиля ничего хорошего не влечет за собой. Поэтому саудовцы заключают военное соглашение с Пакистаном. Пакистан, приводя в регион Китай тем самым, поскольку Пакистан – это Китай. Это точнее так, это Китай и Великобритания. Вот так бы я сказал. Потому что пакистанская армия, вооруженная китайским оружием, нанесла быстрое оперативное поражение, ну, на оперативном уровне. И индийской армии в прошлом году в короткой войне, да, показав, как бы, что китайская космическая группировка, она, ну, как и в ситуации с Украиной, она дает серьезное преимущество той стороне, у которой есть действующая современная космическая группировка, которая позволяет управлять полем боя в режиме онлайн. Ну, точно так же и с Афганистаном Вот. тоже и было, Саудовская Аравия... Да, поэтому Саудовская Аравия подписывает, значит, с Пакистаном соглашение, договор буквально о военной, значит, помощи, это военный союз. Вплоть до того, что пакистанцы чуть ли не перебрасывают на территорию Саудовской Аравии какие-то, значит, свои силы, свои ресурсы. Теснейшие отношения между Саудовской Аравией и Пакистаном возникли еще в годы афганской войны, по большому счету. Это были на уровне добровольцев, таких вот, как запрещенный в России Бен Ладен, там и так далее. В общем, саудовцы оказывали большую помощь маджахедам, но и там они уже встречались с китайцами в этих лагерях, значит, афганских маджахедов в Пакистане. Поэтому, на самом деле, старая любовь, она как бы не с нуля взялась и не с неба упала. Поэтому в регионе складываются несколько блоков. Но Израиль обладает, конечно, подавляющим преимуществом над всеми остальными странами, включая Турцию. Ни одна отдельная страна, ни в совокупности не может, на самом деле, бросить военно-технологический вызов Израилю без готовности жертвовать жизнями, как это показали иранцы и шииты Ливана, и палестинцы. Но далеко не все это готовы. Саудовская Аравия – большой вопрос. Готовы ли они к такому самопожертвованию? Я не думаю, потому что для такого самопожертвования, ну, как бы необходима актуальность такой как бы религиозной доктрины, да, и, в общем, как бы, чтобы терять было нечего. Не в смысле, что там, допустим, юг Ливана бедно жил, очень даже хорошо жил. Я бывал на юге Ливана, и в Бальбеке бывал, и в долине Бека. В общем, достаточно богатые семьи шиитов юга Ливана, которые поддерживают Хизбаллу, но все равно им как бы бежать некуда. Это их родина, они будут умирать. Саудовская Аравия, ну, не факт, Турция. Турция еще одна страна. На самом деле это колосс на глиняных ногах, на мой взгляд. Потому что и Израиль обладает военной группировкой авиационной, которая значительно превосходит турецкую. У Израиля есть непосредственная поддержка американская, космическая, разведывательная поддержка. Даже с учетом тех событий, которые были на прошедшей неделе, когда американцы поймали каких-то израильских шпионов там в Пентагоне и, в общем, повысили уровень опасности для Израиля, по поводу чего Израиль заверещал там очень сильно. На самом деле, даже с учетом этого, Израиль все равно получает самые лучшие системы вооружения на Ближнем Востоке. Американские. Он получает F-35, например, в таких же конфигурациях, как и американская армия. Это единственная страна в мире, фактически, которая за пределами США получает оружие американское в такой же конфигурации, как и американская армия.
И это дает серьезное превосходство. Даже если Турция получила бы F-35, она их не получила, подчеркну. Но если бы она их получила, то они все равно проигрывали бы тем F-35 или F-15 или F-18, которые есть на вооружении израильской армии. Плюс системы ТАТ, системы Патриот, значит, железный купол там и так далее. Ну, в общем, это достаточно серьезная заявка на стратегическое превосходство, доминирование над регионом. Чтобы этому противостоять, страны региона должны объединиться в военный союз. Должен возникнуть военный союз между Турцией, Саудовской Аравией и Ираном, например, что не является фантастическим проектом. Ну, про Иран нет. Ну, с Пакистаном уже есть такие контакты и разговоры. С Пакистаном нет. Турция, Пакистан и Саудовская Аравия – это очевидно, что это просто уже контакты есть, и через Азербайджан есть такие контакты, и напрямую у Турции такие контакты. И даже шла речь о том, что турки заявляли, что не прочь и ядерное оружие сделать, и Пакистан им мог бы помочь в этом. Но, естественно, это пока на этот шаг Турция не решается, потому что этот шаг, он как бы исключит для Турции определенные там внешнеполитические, внешнеэкономические коммуникации. Она даже под санкции может попасть, если она это сделает без разрешения Европейского Союза, например, на территории, с которым Турция граничит. Получать ядерную державу Европейский Союз не очень хочет на Балканах. По поводу Европейского Союза... Саш, сейчас я закончу, два слова еще, две фразы. И Иран, вот вы говорите, Иран нет. Да, на первый взгляд Иран нет. Но я вас уверяю, что саудиты и Катар, вот такой, может возникнуть там такой союз стран залива, куда, значит, который и Иран, который проиграв поле боя, да, выиграл стратегически войну. Буквально как вот Вьетконг, как Вьетнам. Вьетнамцы проиграли американцам всякое поле боя, американцам было проиграно, потому что Америка обладала чудовищным превосходством по отношению к Вьетнаму. По крайней мере, Южному Вьетконгу, фронту освобождения Южного Вьетнама, да? Но войну выиграл при этом Вьетконг в целом, заставив американцев оставить союзников. Очень похожая ситуация. Америка везде наступает на одни и те же грабли. Союзник – это Израиль. И теперь вопрос, сумеют ли страны региона, захотят ли страны региона, сумеют ли страны региона создать такой региональный альянс, а Израиль этому, естественно, будет противодействовать, который сможет бросить вызов израильской гегемонии в регионе. По крайней мере, одна страна с ядерным оружием, Пакистан, вы совершенно правы, присутствует. Но тогда Пакистан, за ним стоит Индия тоже с ядерным оружием, которая является союзником Израиля. На самом деле. А где Пакистан, это Китай. Мы тоже как бы только что определили. Да, на самом деле регион очень сложился в такую взрывоопасную для мира конфигурацию, которой вот этот союз военных блоков и гегемонизм, и претензии Израиля на доминирование, да, похожие на те претензии, которые были у Германии кайзеровской перед Первой мировой войной. Вот с кем Израиль... они же ашкенази, они же из Германии приехали, понимаете? Они же на идиш все говорят, все, кто создал Израиль, говорили на идиш. Они все несут в себе ген немецкой культуры. Это не важно, что они евреи. Немецкая культура – это культура сверхчеловека. Смысла немецкая философия даже для еврея, который все равно ощущал себя, родители которого, интеллектуалы имеется в виду, да, я не имею в виду там хасида из Хедера, естественно, понимаете, из Ешивы, а я имею в виду как бы, современного, вот образованного там еврея, допустим, начала 20 века, Нардау, допустим, был философ такой, австрийский мыслитель, он был еврей. Он вполне как бы Гитлеру, у него на полке Макс Нардау стоял только так. Тома, понимаете? Он очень широко переводился в России до революции. Я читал, естественно, Максим, Макса Нардау. Да. Там все это было. Если коротко... Поэтому, на самом деле, они несут в себе вот идеи гегемонизма, расового превосходства, которые свойственны европейцам. Евреи принесли в Израиль и на Ближний Восток. Ближний Восток не знал такой идеологии, которая несет в себе Израиль. И это обеспечивает и Израилю преимущество на определенном этапе, достаточно серьезное, технологическое, мобилизационное,
Но в глобальном стратегическом смысле, если против Израиля сложится большой альянс, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Иран, там, Катар, Оман, например, с неизбежным подключением к такому альянсу Египта, можно даже не сомневаться в этом в перспективе, потому что Египет подключится к сильному. Сильнее враги Израиля, он будет с ними. Вот тогда как бы придется пересмотреть свои стратегические планы, стать сверхдержавой. Да, Максим, буквально коротко, потому что у нас есть о чем основательно проанализировать Украину. А вот то, что произошло в Армении, победа Пашиняна, это больше про укол и про подбрюшье России, или это как раз-таки про Иран и север вот этого, этой зоны интересов, где маршрут чей? Ну, конечно же, Трампа. Где чьи интересы? С кем подписывает? Конечно же, с Британией, собственно, Пашинян свой договор. Поэтому тут такой момент очень и очень интересен. Ну, друзья, пока, собственно, Максим вылетел, видите, есть определенные, скажем так, моменты с техникой. Ну, интернет, понимаете, интернет, дело такое. Я думаю, что сейчас присоединится Максим снова к нам. Да, и вот, Максим... Я здесь вернулся. Да, Армения. Это про Иран или про Россию и интересы Европы, которая тоже демонстрирует, что мы хоть и Евросоюз, но мы тоже империя, расширяемся. Ну так, на какую-то там перспективу, не гранича даже со страной. Кратко отвечу. Вы даже не поверите. Нет, Армения – это про армян. Это не про Россию, не про Европу и не про Иран. А это про огромную армянскую такую квазицивилизацию, которая существует, значит, там в Иране. В Иране армяне – это же не диаспора, это коренное население. Они оттуда произошли, они там живут тысячелетиями уже, понимаете, практически. Хотя родина армян настоящая, вот древнее сердце их – это озеро Ван, и они на территории Турции, там армян практически нету. Они туда должны вернуться. Но это огромная диаспора во Франции из Османской империи. Эта диаспора не имеет отношения к Советскому Союзу и к Российской империи ни малейшего. Ну, может, какие-то отдельные люди есть, но основные – это армяне, которые никогда не жили под властью ни русского царя, ни Ленина, ни Сталина, понимаете, ни Брежнева, ни Горбачева. Вот. У нас же все так думают, что все армяне произошли с территории Республики Армения. Это далеко не так. Республика Армения – это маленькая часть, микроскопическая, северная. Вот настоящая Армения гораздо южнее, на территории Турции, за границей там находится. И поэтому, на мой взгляд, армянские выборы имеют отношение только к страстям, к эмоциям и к интересам разных групп армянской диаспоры. Вот российской, советской нашей с вами армянской диаспоры. У вас в Украине там Арсен Аваков, Юлия, значит, Гридян, известная как Тимошенко, да, там, даже убитый на Майдане из «Небесной сотни» первый был армянин, да. Понимаете? Вот, понимаете, там, значит, у нас в России, ну, просто как бы устанешь перечислять влиятельных армян, которые контролируют там медиа и занимаются бизнесом. Вот Самвел Карапетян – это достойный человек, он такой, ну, мужественный, достойный, красивый внешний человек даже, да. Он представитель как бы советского армянства, которое закрепилось в России, в экономике России, самой мощной евразийской экономике, и от имени вот этой большой армянской группы, это примерно это больше армян, чем живет в самой Армении, в России живет. Причем далеко не все эти армяне родом с территории Армении. Краснодарские, ростовские армяне – это крымские армяне, которые жили по Черному морю под властью, значит, султана, там, крымского хана, потом Екатерина как бы туда вот переселяла на земли адыгов, понимаете, там и так далее. Вот это одна позиция. То есть Карапетян – это, считайте, советское прошлое. А за Пашиняном встали диаспоры армянские и голос армянства из других регионов. Армянство бывшего османского, которые сегодня представлены во Франции, в Америке в основном. Это, еще раз говорю, это не советские армяне, французские армяне или американские армяне или аргентинские. А это, между прочим, миллиардеры,
Вот аэропортом Еревана владеет богатейший аргентинский армянин, понимаете, или парагвайский, или аргентинский. Ну, он мультимиллиардер, один из богатейших людей мира. Ему принадлежит там, по-моему, 40 или 60 аэропортов в мире крупнейших. И, в общем, они все вот так вот это самое. Поэтому, на самом деле, это не имеет отношения ни к интересам России, ни к интересам Европы. Наоборот, на мой взгляд, это имеет отношение к статусу урегулирования баланса между разными группами армян, влиятельных мировых Подождите, групп. вы думаете, что переизбрание Пашиняна поможет балансу? Конечно, разумеется. Не, ну так или иначе, поможет, не поможет, но это вот на территории малюсенького государства с населением 3 миллиона человек, 3 миллиона, это меньше, чем вот центр Москвы, понимаете? Сошлись интересы вот армян всего мира. И у них нет другой Армении. Их сердце Армении, оно находится в другом месте. Это они. Вы упомянули иранских армян. Иранские армяне совсем не враги Пашиняну, не считают его угрозой. И иранские армяне работают через Пашиняна, и ни один армянин никогда не будет ссориться и мешать, помогать своим братьям, живущим в другой стране, в Иране, например. Я, по крайней мере, никогда такого даже представить не могу, чтобы какой-то армянин, даже вот американский, например, стал иранского армянина топить, например. Но это просто невозможно. Это, знаете, это ну так супер западло. Это даже как бы представить себе нельзя. Это такое как бы такое крысятничество. Иран, значит, подвергается в целом армянская среда, в целом армянская среда – это криминальная среда. Она живет по таким пацанским понятиям. Там как бы это важно. Поэтому теперь, что касается Ирана. Нет, это вообще к Ирану не имеет отношения. Вот на самом деле Армения и Европейский Союз. Европейский Союз ищет к Ирану подходы, коридоры. Ведь я напомню, что в предыдущую каденцию Трампа Франция пыталась заключить контракт с Ираном на 300 с чем-то Airbus'ов, 350 или 340, что ли, Airbus'ов. И Трамп тогда заблокировал этот контракт. Франция этого не забыла. Вообще-то Иран для Европейского Союза, и особенно для Франции, да и для Англии тоже, это партнер, независимо от того, какой режим в Иране. Конечно, англичанам, когда Ираном владела British Petroleum, при династии Пехлеви было гораздо комфортнее там, это понятно, да? Но именно французы прислали туда, помогли туда приехать Айтале Хамини, он из Парижа прилетел, и после этого British Petroleum улетел, между прочим, из Ирана. Его собственность была национализирована. Это такой, можно смотреть тоже как такой франко-британский конфликт 70-х, 80-х годов тогда, понимаете? Франция это занимала особую позицию. И, в общем, на самом деле считать, что Европейский Союз, европейцы и англичане такие уж прям враги шиитского исламского режима, ну, абсолютно никак невозможно. Да, там идут всякие высказывания, права женщин, права курдов и так далее. Вот это леволиберальная повестка. Но во всем остальном перед Европейским Союзом дилемма. Если они заключают с Ираном соглашение и закрывают глаза там на что-то, да, про права женщин – это бред, который я просто слышать не могу. Я в Иране бывал много раз. И это мир, где правят женщины, поверьте. Это мир, где самые суровые мужчины, ну, я не скажу подкаблучники, но в общем, очень-очень сильно согласовывают с интересами женщин всю свою жизнь. Это мир, где вот как бы женщины, мир Ирана, чувствуют себя королевами, гораздо более свободными, чем европейские женщины, и гораздо более доминирующими. И в социальных, значит, процессах, и в культурных, и в семейных тем более. Там даже гражданский кодекс построен только с преимуществом, с ориентацией на защиту интересов женщин, а вовсе не мужчин. Ну, не будем уходить в эти нюансы. Поэтому Европейский Союз вполне захочет получить контакт с Ираном, дорогу в Иран сухопутную. И Армения прекрасный для этого будет коммуникативный как бы ресурс. А армяне Ирана, я в Исфахане видел армян, это, в общем, процветающая совершенно община. Каждое там Рождество, каждую Пасху покойный Рахбар, убитый сионистским зверьем, значит, вместе с его старушкой, женой прекрасной,
Он приходил в армянские семьи, поздравлял, значит, христиан с Пасхой, с Рождеством, а так как самая большая христианская община Ирана – это армяне, естественно, то это, как правило, были армянские, значит, семьи. Вот даже вот в этом году, незадолго до убийства, есть вот видео, где он сидит там в армянской семье, разговаривает, причем говорит, по-моему, с ними на армянском языке. Он владел там несколькими языками, был культурнейший человек, образованнейший. Вот, поэтому вот так вот. Я считаю, что это вообще не про Россию, не про Европу, не про НАТО, а просто про армянские внутренние разборки и армянские интересы. И, в общем, мне кажется, что сейчас вот страсти улеглись, понятен расклад, и начнется политический процесс внутриармянский. Это не про Сороса, не про вытеснение России, не про заход Украины с юга, с южного фланга, а именно чисто про армянские дела, понимаете? Мгм, понятно. Так, друзья, давайте к опросу. Я, Вы кстати, не уже знаю, Арсен Аваков, он где? Он на свободе? в Или Италии, он... да, Арсен Аваков. в эмиграции, да? Да, ну, не, он приезжает, когда какой-то форум, как и Яценюк, как и все остальные товарищи. То есть он въездной, да, в Украину? Конечно. Значит, друзья, опрос сегодняшнего эфира, вот в конце мы будем подводить итоги. Если в России все почувствуют войну, как в Украине, в какую сторону качнется маятник? Это вопрос из вчерашней таллинской пламенной, ну хотя такой путанной немного, но речи Зеленского. Он посетил Британию, поехал на встречу со странами Северной Европы, чему-то так радовался, смеялся, когда ему президент Эстонии что-то сказал. Президент Эстонии на этой встрече вчера сказал, что летом война закончится. Ну, то есть окно возможностей есть. То есть, смотрите, произошли такие просто события, очень бурные. А тут вот мы выходим, а вот есть окно возможностей закончить войну. Это вот звучит от президента Эстонии, а Зеленский говорит, мы будем 500-600 дронов запускать по России, и вот россияне почувствуют войну. Опрос. К чему это приведет? Ну и варианты ответов. Недовольство народа остановит СВО, имеется в виду российского народа, они недовольны будут, и СВО закончится. Второй вариант. Гнев будет, эскалация еще больше, ядерное оружие, мобилизация внутри России. Короче, полный фарш. Вот в этот вариант ответа я вмещаю. Голосуйте. Если будет, наоборот, обернется еще большим, скажем так, маслицем в огонь, так сказать, пламени войны. Третий вариант. Ничего не изменится. Вот все будет идти, как идет. Вот так же, такими вспышками, какими-то терактами, возможно, какими-то событиями трагическими. Но в целом фон ровный. Все только затянется. И четвертый вариант. Все зависит в данном случае не от народа, а от денег. Денег на войну. У кого больше денег на войну, тот в оконцовке и, в общем-то, будет пожинать свои плоды. 4 варианта. Вот такой момент. Как вы оцените происходящее сейчас на полупереговорном и, конечно же, усиливающимся с точки зрения эскалации российско-украинском поле? Ну, как крайне опасную тенденцию, на которую европейцы, даже эстонцы реагируют с опасением. Потому что и падение дронов в странах Балтии, украинских дронов, подчеркну, причем Украина выдумывает, что это якобы, значит, Россия перехватывает управление и направляет там на нефтебазу в Резекне, например, украинские дроны. Я что-то сомневаюсь. Если бы у России были такие технологии, то все, что летит на Россию, возвращалось бы обратно, понимаете, в Украину, что было бы естественно. Поэтому это опасная иллюзия и опасная эйфория Владимира Зеленского, которые возникают с каждым человеком, которого на самом деле на определенном этапе военных действий появляется оружие, которое воспринимается им как дающее решающее превосходство, как вундерваффе. На данный момент Украина обладает превосходством в определенных типах оружия. А это конкретно беспилотники дальнего действия, которые взаимодействуют с системой Starlink и управляются системой Starlink, то есть по каналам абсолютно автономным и не блокируемым, не перехватывающимся, которые могут лететь на достаточно далекую
дистанцию, облетая при этом известные там центры ПВО, системы ПВО, заходя с разных высот, с разных сторон, маневрировать на поле боя. Одновременно используется искусственный интеллект, судя по всему, ну, там от разведывательного интеллекта программы «Палантир», компании «Палантир», до разных других уже специфических, я думаю, разработанных украинскими совместно с европейскими и американскими, может, израильскими специалистами, там, агентов искусственного интеллекта, да, которые необходимы для ведения определенной войны. Почему Украина обладает таким преимуществом? Потому что она имеет доступ к мировым технологиям. Потому что украинцы могут приехать на Тайвань, например, с $1 миллиардом и сказать: продайте нам чипы. И им продадут чипы. Просто в офисе вот оформят там продажу. Могут приехать в компанию Siemens, им там продадут. Могут приехать в компанию там какую-нибудь там Motorola, например, понимаете, и там им продадут все, что надо. Украина не перекрыта санкциями, а Россия не может приехать. Никуда никакие чипы России прямо никто не продаст. Россия должна получать их через вторые, третьи руки. Это не значит, что Россия их не будет получать. Будет, безусловно. Но, естественно, Украина обладает большим доступом. Дверь, через которую Украина качает технологии, лучшие мировые технологии, денег-то и выделили в избытке 90 миллиардов, даже 120, потому что еще от себя европейские страны добавили 30 миллиардов. Вы считаете это в избытке? Ну, на дешевые беспилотники с искусственным интеллектом и со Starlink это в избытке, безусловно. На самолеты F-16 или F-35 этого, естественно, не хватит, понимаете? А вот на по 600 беспилотников в день запускать, это, в общем, достаточно хватит этих денег. Но дело в том, что эти деньги Украина же не увидит все равно. Эти деньги там и останутся в Европе. И Европа под эти деньги перестроит свою промышленность, проведет технологическую модернизацию, выстроит технологические цепочки с Украиной. Поэтому, да, есть как бы повод, от чего закружиться голове. Но недооценка при этом своего противника, то есть России, крайне опасна. Вот это вот то, что демонстрирует Владимир Зеленский. Это может привести к тому, что в какой-то момент вундерваффе перестанет быть вундерваффе, как немецкие тигры перестали быть вундерваффе. В 1942-1943 тигры давали немецкой армии на поле боя преимущество абсолютное, да, в танковых боях. Но потом это преимущество было нивелировано оперативными или какими-то еще, значит, действиями Красной Армии. И также было с ракетами Фау-2, также было с немецкими самолетами, которые превосходили многие самолеты противника там, и так далее. К чему это приведет, вот эта тактика Украины? Она приведет к ужасу. Она приведет к массированию ракетных ударов России. Поскольку баллистические и крылатые ракеты, «Кинжал» и другие, Россия может производить совершенно как бы сколько хочет. И для этого не требуются микрочипы компании Intel. Для этих боеголовок, для этих гетеродинов, которые определяют траекторию этих ракет. И эти ракеты, если сегодня они производятся как бы там десятками, сотнями, они тоже могут производиться тысячами. Владимир Зеленский полагает, что в данном случае ему дадут возможность такой победы, он глубоко заблуждается. Я думаю, что увлечение и эйфория превосходством приведет только к эскалации насилия, к эскалации обмена еще более страшными видами вооружения, от которых будут страдать еще больше гражданских лиц. Да? Никакие восстания нигде не будут. Это опасная иллюзия совершенно. Наоборот. Так же, как американцы, бомбя Германию, полагали, начиная, что будет восстание немцев против гитлеровского режима или там что-нибудь такого. Наоборот. Также нацисты, нападая на Советский Союз и бомбя советские заводы, полагали, что будет восстание против Сталина. Нет, сплачивается, народ сплачивается вокруг своей страны, даже не очень популярный. И вот последний пример наглядный – это Иран. Если бы Трамп не начал бомбардировки Ирана,
А если бы, ну я сейчас грубо скажу, над Ираном разбрасывали там порно-журналы, понимаете, то молодежь либеральная вполне как бы вот пошла бы дальше по этому пути, и режим бы не знал бы, чем отвечать на как бы требования там либеральных свобод. Но первые же удары и убийства детей там, и убийство политического руководства резко сплотили иранцев. И даже абсолютно либеральные иранцы, которые вчера еще там при слове клерикалы просто их выворачивало, сегодня это те люди, которые ходят с портретами убитого Айталы Хаминеи. Так и работает феномен массового сознания. Очевидно, Владимир Зеленский не понимает этого. Поэтому его жажда войны – это жажда крови. Это реально приведет к трагедии и для россиян, и для украинцев еще большей. И в перспективе, я считаю, применение тактического ядерного оружия не станет таким уж и фантастическим сценарием. Поясню свою мысль. Когда Сергей Александрович Караганов, человек предельно не глупый, почему-то принято у нас над Карагановым как-то так вот усмехаться, был либералом, стал там консерватором, а Караганов как врач. Он, понимаете, врач, который приходит к либералу, он либерал, а врач, который приходит к консерватору, он консерватор. Но он остается врачом. Караганов специалист в международной политике высочайшего уровня. И говорит он о следующем, что иллюзия превосходства поднимает планку эскалации, а на вершине этой планки находится ядерное оружие. Если поднимать планку эскалации с Россией, со страной, обладающей ядерным оружием, в том числе тактическим. Что такое тактическое? Это артиллерийские снаряды 203-миллиметровые, которые стреляют из гаубиц «Пион» и которые дают там, по-моему, 10-12 килотонн, понимаете? Это, в принципе, ужасающее оружие, потому что это не одна бомба, таких бомб могут быть десятки применены. Это речь идет не о Хиросиме и Нагасаки, но речь идет о не менее страшном разрушительном оружии, которого, в принципе, очень много у России. Да это даже не ракеты, как вот факт. И, в общем, Караганов говорит о том, что иллюзия разгрома России поставит Россию перед выбором применения ядерного оружия. Что это как бы объективный процесс. И этот процесс не будет контролироваться никакими международными организациями, ни МАГАТЭ, ни Трампом, понимаете, ни Си Цзиньпином, ни кем еще. Если руководство России поймет, что оно, допустим, проигрывает коллективному Западу, если у коллективного Запада будет такая вот эйфория, вау, еще немножко, и мы возьмем Москву, то применение ядерного оружия станет реальностью. И применено оно будет, к сожалению, по Украине. Понимаете? Ну, Караганов говорит, надо применять по Берлину и Лондону превентивно. Ну, правильно, потому что Караганов жалеет советских граждан бывших, понимаете? Сергей Александрович Караганов советский человек, учившийся в Советском Союзе, в советском вузе, естественно, инстинктивно не хочет применять ядерное оружие по бывшей советской территории. Это, на мой взгляд, ну, это ужасная просто преступная вещь совершенно, которая как бы окончательная деградация того, что когда-то называлось советская присяга, которую я тоже давал, и в которой были слова о том, что я обязуюсь защищать советский народ, встать на его защиту по приказу советского правительства. Советское правительство не приказало в 1991 году встать на защиту советского народа. Ну, это единственное оправдание для военных, которые эту присягу приносили. Но применение оружия такого ядерного, ну ладно, это другой вопрос. Бомбы 5 или 6 тонны тоже, как говорится, не сахар. Это, конечно, не ядерное оружие, но, в общем, тоже серьезная вещь. Крым. Караганов правильно говорит, что это приведет к тому, что ядерное оружие будет применено по Европе. Европа не отсидится. Если Европа полагает, что Украину будет обстреливать снарядами этими, то есть Россию и Украину, это глубокое заблуждение. Ядерная война мгновенно переместится на территорию Европы. И, очевидно, европейцы в Эстонии умнее, чем Владимир Зеленский. Они прекрасно этот сценарий понимают. До них этот сценарий доходит, что рамка эскалации, попытки как бы разгрома и поставления на колени державу, актуально обладающую ядерным оружием и способами его доставки, может быть только в голове сумасшедшего. Но Крым
Забирают, видите, как сейчас в пропагандистских роликах с Украины. Смотрите, перерезали коридор, вот там отступили какие-то партизаны, сообщили из Атеш, из Кенпурской косы, перебили один мост, ну, который там на Чангаре, возле Арабатской стрелки тоже, собственно, есть Украина, повреждения. безусловно, обладает оперативным превосходством на определенных участках фронта. Оперативным превосходством российское руководство, как я напомню, большинство заместителей министра обороны России сидят в следственных изоляторах или уже получили приговоры. Поэтому, естественно, российская армия не обладает такой консолидированной боеспособностью, но это она сейчас не обладает, а завтра может обладать, если война продолжится. Поэтому временные преимущества, которыми Украина обладает на трассе Джанкой-Симферополь, на Чангаре и так далее, на самом деле носит характер не стратегического перелома. Пока это дает оперативное, серьезное такое преимущество в Крыму для Украины. Но, во-первых, в Крыму размещены достаточно большие силы, и очевидно, что техника старого типа, самолеты старого типа, там, радары огромные, да, они постепенно выбиваются новой войной, новой армией. Танки уже это гробы. Танков мы уже даже и не слышали про танки, правда ведь, да? Про танки, которые еще вчера были там, армады нам представляли, помните, какие-то там, еще там какие-то леопарды, Абрамсы. Оказалось, что это просто гробы. Вот Меркавы тоже горят сейчас, понимаете? Несколько лет войны, этой кровопролитной между Россией и Украиной, а Израиль как будто бы не верил в происходящее. И у них 2023 год там между Ливаном и Израилем фактически такой по беспилотникам, по соотношению танк-беспилотник. Как будто, ой, а оказывается, беспилотник может танк сжечь, обнаружили солдаты, офицеры генерала Цахали только что, значит. Да. А беспилотник еще на оптоволокне, то есть... Да. Такой... Ой, а он еще и не подавляется рэвом, оказывается. Ой, а что делать? Ну, что делать? Идите вот спрашивайте там у своих одноклассников в Киеве и в Москве, с которыми вы учились, понимаете, что делать. Но у меня возникает... Вы же все оттуда. Смотрите, я все равно... Ну, мои зрители знают, и меня мои зрители очень сильно критикуют за это. За то, что я все равно законченный оптимист. Ну, все равно, в общем, надежда, та, которая компас земной, да, умирает всегда последней. И кажется, что вот эта вся... эскалация, давайте назовем культурно, ну вот эта вся эпопея, да, когда приезжает тайно Абрамович, его Зеленский с ним беседует, потом пересказывает это на британском телевидении, еще и вдогонку тапком швыряет в него, говорит, давай деньги за Челси. Это письмо, которое этому предшествовало, Путин, который рассказал об этом, но не про Абрамовича же рассказал, про Абрамовича это украинское. Вот это все вместе с вот этими миллионами на дроны, миллиардами, вместе с вот этими всеми, скажем так, ударами по логистике и тем, ну, сегодня я просто даже не хочу, все видят сводку новостей. Я думаю, что Абрамович не от Путина приезжал, просто-напросто. Ну, что это все, я имею в виду сейчас, ну, я к тому, что это все, вот эта вся эскалация, вот весь ужас и вот эти все, скажем так, фортели, которые выкидывают Зеленский, это все равно от четкой даты, что надо заканчивать войну. И уже четко все уже это поняли. Но это как на уровне надежды, понимаете? И ты подгоняешь под эти надежды, какие-то умозаключения делаешь по этому поводу. Что думаете вы насчет... Вот, смотрите... А как тогда входить? Для завершения войны есть очень важный один момент. Между Россией и Украиной мы же видели достаточно конструктивные, хорошие, даже человеческие контакты спецслужб. Те, кто друг друга убивают на поле боя, да, представители, значит, ГУР Украины и ГУ ГШ РФ сидели в Абу-Даби и, говорят, даже обедали вместе. Ну, когда встречались... Сейчас жуткий скандал в Украине, когда встречались омбудсмены Москалькова и новая, ну, там, дама от России, да. Вылетела фамилия. Яна Ландратова, замечательная женщина, да, очень достойная, порядочная, храбрая и человечная. И они прям видео... Яна Валерьевна, я думаю, большой может
сыграть роль в гуманитарных вопросах. И вот они видео даже вместе записывали, там все на камеры, все публично, и там даже затесалось, как кто-то от украинской стороны подходит и обнимается, и там вот это с представителями российской. Это же все легко объяснимо, потому что одно Рязанское училище за спиной у всех, понимаете, спецназовцев-то. Это самое лучшее было. Так вот, Максим, мере, как войти в эти переговоры поколения. после вот такого ужаса? Ну вот, Абрамовича отшили, а как заходить? Через кого? Уитков, Кушнер опять? Я не думаю, что Абрамовича отшили. Я думаю, что это все спектакль. На самом деле политика – это искусство обмана, и никто на самом деле не обязан правду говорить, что на самом деле. Потом Абрамович, я думаю, приезжал не от Путина, а Абрамович приезжал от семьи, от тех глобальных институтов, которые представляет бывшая семья дочери Ельцина, которые как бы в 90-е годы формировали вхождение российской, бывшей могучей советской части как бы экономики, которая на территории была РСФСР, да, в мировую систему капитализма, и которая имеет определенные преференции, и которая имеет определенную экстерриториальность. И Абрамович – это человек семьи, а это не человек Путина. Поэтому Путин и сказал, я ему не поручал. Угу. Ведь он ясно сказал, я ему не поручал, но он я попросил. Естественно, он поставил в известность президенту Путина о том, что он поедет. Но в целом он приезжал вот от этого либерального, глобального, еврейского, партийного бомонда, который правил в 90-е годы и который до сих пор тоже как-то, если посмотреть на человеческие судьбы, вот Кирилл Дмитриев, он же работал с Андреем Пинчуком, правда, да? Да. Андрей Пинчук очень дружил с Татьяной Дьяченко. Они были очень близкими друзьями тоже, понимаете, с дочерью Бориса Николаевича Ельцина. Они там бывали и Пинчук жертвовал фонд Клинтонов достаточно много в свое время, в 90-е годы. Ну и так далее. Поэтому на самом деле здесь есть такой пул глобальных таких менеджеров, олигархов, да, которые тоже полагают, что уже как бы надо все заканчивать. И я совершенно не уверен, что Зеленский послал, так уж прямо легкомысленно послал этих достаточно могущественных, влиятельных людей куда подальше. То есть даже думаю, что это не так на самом деле. Я думаю, что он внимательно выслушал. И потом уже была придумана этот скетч про то, что тапком там кинул и говорит, там деньги давай там за Крым, там за что-то еще. Поэтому здесь Абрамович же он и в Лондон вхож, понимаете, и там вхож, и тут вхож. А Роман Аркадьевич вообще такой человек, который находит со всеми общий язык. Умный человек и, в общем, человек такой коммуникабельный, как говорится. Но призрак мира я по-другому вижу, не из-за Абрамовича. Просто Трамп завершил свои дела, которые ему нужны были для его семьи и для Америки, встречи с Си Цзиньпином. Он заключил стратегическую сделку о будущем мира. И для себя там выделил какой-то процент для своего клана Трампов, которые, подобно Ротшильдам и Рокфеллерам, должны тоже где-то там в мире присутствовать, в цифровом мире будущего. Встреча в Пекине венчала собой учреждение странами, которые составляют 40% мировой экономики, будущий век. Переход от века нефти и газа к веку цифры. Вот что это было такое. Тот список, который прилетел с Трампом, да, точнее, Трамп с этим списком прилетел, я считаю, правильно так говорить. А вот в Китае там те члены, те коммунисты, мультитриллионеры, которых, значит, пригласили на эту встречу, которые подписывали соглашение, да, там глава компании Huawei, там, ну и так далее. Это же они же все коммунисты, вы же понимаете, там нет беспартийных на таком уровне в Китае. Вот они договорились о, значит, учреждении нового цифрового века, просто цифра, деньги переходят из нефти, газа и из доллара, из бумажек, да, долларовых, в цифру, в криптовалюту, в новые вещи. И семья Трампа активно этим занимается. Активно. Говорят, они только на
токенах своих заработали там 2 с лишним миллиарда, такая вот информация есть, да, и заработали на нефти огромные деньги. И в Казахстане купили месторождение вольфрама и хрома его сыновья, понимаете, говорят там, и много чего другого. Ну и в целом его больше не интересует как бы вопрос России и Украины. У него была сделка в Анкоридже, в которой был совершенно ясный контекст. В обмен на заключение перемирия между Россией и Украиной американцы получают доступ в виде прокладки к российской энергетике. Семья Трампа получает. То есть российская нефть и газ продавались бы через американскую прокладку, которую формируют компании, аффилированные с Трампом и его, значит, пулом таким, да. И европейцы уже, которые не покупают напрямую, например, у России, на самом деле все равно покупают, как Франция у Новатэка, но, допустим, не покупают. А у американцев уже как бы нельзя не купить, понимаете, если ты покупаешь нефть, и не российскую, а американскую фактически, которая является через американскую прокладку в Европу продается. Вот что предлагали. Это только по энергетике, помимо там коммуникации, значит, сделка Анкориджа и все такое прочее. Но это ничего не получилось. После встречи с Си Цзиньпином для Китая это уже, для Трампа это вообще все не имеет значения. Может будет, может нет. Будет хорошо, не будет, ну ладно, ну и хрен с ним. Но больше как бы вкладываться в перемирие между Россией и Украиной в мир ему не интересно. Его не интересует жизнь людей. Его интересовал бизнес. Там маячили огромные деньги, огромные барыши. Но как бы путь к ним сильно усложнился. А вот для Европы это политический вопрос. Мир на Украине. Значит, потому что война с Украиной приводит Европу, как мы уже с вами сказали, к ядерной катастрофе, к повышению вероятности ядерной конфронтации с Россией. В это невозможно поверить для тех, кто находится в Европе, что на Париж, на Берлин, на волшебный Милан, там, на другие волшебные города Европы могут падать там ракеты с ядерными боеголовками, да? Ну, а поверьте, люди, которые бывали бы в довоенном Дрездене, например, который был один из красивейших городов мира, вот человек приезжает в Дрезден в 1939 году, в мае, да, и видит перед собой совершенно волшебный, невероятный, фантастический город. И ему сказал бы кто-нибудь: слушай, 5 лет пройдет, и на этом месте будут только горящие развалины и трупы среди этих развалин, и обезумевшие матери, и искать сгоревших детей. Этот человек сказал бы: ты что, с ума сошел, что ли? Как вот только что Олимпиаду провели, фюрер провел Олимпиаду в Берлине, смотри, как все хорошо там, да. Поляки что-то репенятся, но с Чехословакией договорились, вообще там судетские немцы. Какая... А ему сказали бы: нет, это будет. И это было. Мы-то знаем, как было, правда? Мы-то знаем, что великолепные волшебные города Гамбург, Бремен были уничтожены в пепел. Ну, Немецкие города. То, что на людей плевать, и как вы там выразились, семья... Конечно. Поэтому семья ракеты полетят только так. И европейцы, у которых уже есть опыт уничтожения Европы, есть опыт демонстративного уничтожения там Монте-Кассино, монастыря, понимаете, там какого 6 века, что ли, в центре Италии стоящего, демонстративного британской авиации. Демонстрация была такого: плевали мы на ваши итальянские культурные ценности. Сегодня в Севастополе прилетело демонстративно, как вы думаете? Панораму защитников Севастополя, да, сегодня прилетела туда, сознательно прилетела, потому что плевали все на все. Вот так же и на европейские города прилетит. И европейцы это понимают, в отличие от Владимира Зеленского. Владимир Зеленский – советский мальчик, по большому счету, который вырос в стране, родился в стране, в которой с детства говорила бабушка там ему, или там в школе говорили, когда он был пионером, сколько ему лет? Ему 50, наверное, уже, да, где-то? Сколько ему там? 40. За 40? 40. Ну, значит, он этого не помнит. Ну, в общем, ему говорили, что все хорошо, ты живешь в самой безопасной стране на земле, поверь там. Галстук одевал, наверное, успел, наверное, галстук одеть в школе, да, в школу походить в красном пионерском галстуке. Вот. А о чем мог опасаться мальчик в Кривом Роге в каком-нибудь 86-м году, 8-летний? Ну, только таких же сверстников во дворе, да, хулиганов, которые будут его там... да.
Ну да, шпынять там и отбирать 10 копеек. А так бомбы, да какие бомбы? Мой дедушка убил всех, кто бомбы бросал на нашу страну. Он же Кто рассказывал, на мою помните эти великую... мемуары? Ну, Нужно, я не помню, я можно не подойти... прислушался к Не, нему. ну вы точно это слышали. Вот. Надо Он просто, подойти к смотрите, главарю, он в дать это не ему в верит. нос, и вот тогда Он в тебя этом не верит. зауважают. А Да. Мерц или Урсула фон дер Ляйен это знают. Им не надо верить, для них это не вопрос веры. Вот они, будучи немцами, Урсула фон дер Ляйен и Мерц, да, они могут угрожать там Путину, ругать, но они знают, что бомбы могут полететь. Что Дрезден за 5 лет может превратиться из красивейшего города Европы в кладбище, в бойню номер 5 Курта Воннегута. Вот это они знают. Поэтому европейцы хотят мира. Просто раньше их Америка не пускала. Раньше Америка говорила: эй, вы кто такие, идите отсюда. Вас тут не стояло. Мы главные, мы решаем. Так а как они хотят мира, если дают Украине и Зеленскому все для войны? Нет, ну так это мир. Мир он бывает только, когда ты и силу свою тоже демонстрируешь. Со слабым никто не подписывает никакого мира. Мир подписывает с теми, кто тоже может сделать тебе больно. Мир с теми, кто не может сделать тебе больно, никто никогда не подписывает. Вот это правило политики тоже надо запомнить всем. То есть вы Что считаете, когда... что все закончится договором между Россией Я и считаю, Европой? что Франция, допустим, Франция никогда как бы не хотела никаких системных конфликтов с Россией. Франция была всегда как бы партнером России внутри Европы. И даже после Крымской войны, несмотря на то, что французы брали Малахов курган и перекололи защитников Малахова кургана, только 8 человек оставив в живых, Франция стала первой страной, куда поехал брат наследника Константин Николаевич, по-моему, сразу через год после Крымской войны, и сразу встретился с Наполеоном III, с императрицей Евгенией. И, в общем, они сразу, как бы Франция сказала: да, отлично, поэтому в Париже был подписан мирный договор. Достаточно для России, ну, говорят, унизительный, но, в общем, очень достаточно комфортный. По итогам войны все могло быть гораздо хуже, по итогам Крымской войны, прямо скажем. Вот, поэтому просто для западных держав был открыт экономический рынок Романовской империи. Франция, тогда и возник Донбасс, кстати, после Крымской войны. Джон Юс, валлийский металлург, приехал как представитель британского общества «Новороссия», выкупил земли князя Кочубея, основал город Юзовка, как известно, населенный пункт, и создал Донбасс, который до революции был никаким не русским, а британским на самом деле, британско-французским точнее. А русским он стал только когда товарищ Артем Сергеев и Донецко-Криворожское русским, украинским, там, еврейским, ну, в общем, советским. Тут же тоже, понимаете, как это трактовать. Как не трактуй? Как не трактуй? Это была собственность, это была аренда. Это была аренда на длительный срок общества «Новороссия». Во-первых, это аренда. Во-вторых, кто нашел уголь? У кого арендовали-то? Кто был хозяином кто земли нашел русской? уголь на Донбассе? Да неважно, кто Важно, нашел. как это. Кто арендовал, кто был хозяин земли русской? Кто подписывал договор аренды? Кто называл себя хозяин земли русской? Царь Романов. Сначала Александр Александрович. Александр Николаевич, потом Александр Александрович, потом Николай Александрович. Царь это подписывал, а не народ. Поэтому арендовали это у кого? У царской семьи. Это была собственность князя Кочубея. После разгрома Крымского ханства Донбасс был собственностью князя Кочубея, Ногайская степь. Вот это. Она просто считалась бесперспективной такой. А потом в ней нашли уголь, вы совершенно правы. Да? Ну, кто нашел? Наверное, немцы, я думаю, нашли. Нет, Капустин. Капустин. Да. Ну, видите, Капустин нашел, а англичане взяли и купили это все себе. Да. Забрали это все себе. Так что даже без разрешения личного Джона Юза в Юзовку нельзя было крестьянам привозить еду. Такая там у них была власть у англичан на территории Российской империи. Но не об этом речь. Вот это все тогда пришло после Крымской войны. Вот это пришло. Нобель получил Баку, значит, Ротшильд получил Батуми. Там, и много чего еще. Были созданы банки, в которых царская семья участвовала. У Запада уже есть опыт, к сожалению, такого результата. Ну да, послевоенного результата. Так, друзья, да. Значит, вы проголосовали... И Запад не хочет никакого поражения России такого. Запад хочет, Европа хочет восстановления и создания своих экономических преференций.
На мой взгляд, вообще причина глобального конфликта в том, что после 1991 года европейские элиты полагали, что они являются победителями в холодной войне. Ну, прям скажем, справедливо полагали. Советский Союз развалился, соцлагерь исчез, Варшавский договор исчез, Совет экономической взаимопомощи исчез. Горбачев плохой, кто-то еще плохой, это же я не знаю, пусть историки разбираются, но факт остается фактом. Понимаете, исчезла огромная страна, а те, кто противостоял этой стране, совершенно не исчезли, а наоборот создали Европейский Союз. И создали его еще и на развалинах Советского Союза, включив в него часть советских республик, по крайней мере, 3 республики балтийские. Совершенно Да, ясно. друзья, давайте будем... Несколько вопросов от вас. Спасибо вам большое. Сейчас, смотрите, сейчас вы слышите меня, то, что я говорю? Все отлично, да. Все, да, все тогда сейчас я закончу, и мы перейдем к вопросам. Значит, и вот они просто полагали, что когда сначала в 90-е годы, ведь как планировали, Ходорковский как планировал, он планировал, что собственниками всех богатств будут западные люди, западные компании, а просто наши олигархи будут смотрящими. А потом произошел путинский переворот патриотический, когда пришли, создали госкорпорации, там Роснефть, Газпром, и на самом деле предложили Западу покупать богатство. А Запад эти богатства покупать не хочет, Западная Европа. Он хочет ими владеть. Западная Европа считает, что они победили в холодной войне. Современная война – это продолжение холодной войны на самом деле. Продолжение наступления Европы на территорию Советского Союза с целью захвата... Ну, не холодной уже войны. Ну, не холодная. Ну, холодная война тоже была, понимаете, с элементами горячей. Холодная война тоже была где-то локально. Во Вьетнаме, вон, в мире холодная война, а во Вьетнаме там миллионы людей. Максим, когда бьют это символический, четкий, открытый удар, британское, французское, скажем так, поражение в той Крымской войне, вот защитникам Севастополя, вот, ну, это очень знаково. Это такое, понимаете, такое ощущение, что это какой-то британец сидел, и не украинец отправлял этот дрон с искусственным интеллектом, а британец, который все помнит и хочет Крым. Ну, потому что... Нет, он не хочет Крым совершенно. Крым никому не нужен, на самом деле. Вообще никому не нужен. Крым – это стратегический пережиток прошлой эпохи. Флотов, авиации там и так далее. Это все не так прямо бесконечно важно, как многим кажется уже Крым. Он хочет другого. Они хотят не Крым, они хотят Таймыр. Они хотят газовые богатства Сибири, севера. Вот что им хотят. Нафига им Крым? Что им там, виноградников своих, что ли, нету? У них такие виноградники в Европе, которые Крыму не снились. А вот Таймыра, а вот, допустим, там, не знаю, Обской губы с месторождениями сжиженного газа, а вот, допустим, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска у них нету. Вот что они хотят. Не Крым. Так же, как и тогда коалиция хотела не Крым. Хотели бы Крым, остались бы в Крыму. И не помешал бы им Николай I, понимаете? И вернули бы Крым Османской... хотели бы, вернули Крым Османской империи. Запросто могли это сделать. Нет, просто по такой логике, ну а зачем было санкции вводить? Зачем было огород городить 2014 года? Чтобы получали они огород... так... Нет, ничего они не по получили. Трубе, они по Северному потоку, конечно. Они покупали. Они не хотят покупать. Они считают, что это их собственность, как по праву победителей. Западная Европа – это Рим. Рим считает, что проигравший должен платить, а советская элита проиграла. А советская элита, партийные и конторские, которые пришли к власти после распада Советского Союза, ведут на территории России себя с точки зрения Западной Европы не как проигравшие, а как равные партнеры. И западная элита, Британия прежде всего, которая держит всю европейскую элиту, Британия и Франция под собой, хотят просто поставить на место династию Романовых, которая после войны с Наполеоном возомнила себя неизвестно кем в лице Николая I, понимаете? Там. Да, значит... Вот его поставили на место пока.
Да, друзья, значит, подведем итоги опроса сегодняшнего. Значит, если в России почувствуют войну все, как в Украине, в какую сторону качнется маятник, 7%. Недовольство народа остановит СВО. 20%. Все зависит не от народа, а от денег. 35%. Гнев и эскалация будет. Ядерное оружие, пожалуйста. Мобилизация, наоборот. Все разгневаются и будут силой решать вопросы. И 39% считают, что ничего не изменится, только будет дольше, затянется. Вот такой у нас сегодня опрос. Спасибо большое, что проголосовали. Максим, очень много вопросов к вам, но мы так выборочно... Я считаю, как я уже сказал, я считаю, что изменится будет асимметричный ответ ракетами просто по Украине. Да, друзья, вопросов очень много. Начнем с клуба зрителей «Шелест» в Телеграм. Спасибо, что там ждете наши выпуски. Значит, поехали. Так, вечер добрый, Александр Александрович, Максим Леонардович. Вопрос к Максиму Леонардовичу. О президентах Украины. Леонид Макарович Кравчук досрочно завершил свой срок. Кучма выстоял 2 срока, пройдя Кучма геть с самым низким рейтингом, на то время ушел. Ющенко. Янукович спасатели свои здобутки, в общем, спасать свои здобутки убежал. Против Порошенко проголосовали 70% принявших участие в голосовании с Зеленским. На сегодня все в курсе кто. Прошу прокомментировать идею. Украина после завершения военных действий переформатируется полностью в парламентскую республику, по примеру Германии и Италии. Согласны ли вы с этим? Спасибо. Германия и Италия, между прочим, Украине это предлагали достаточно давно. Это называлось федерализация Украины. И Германия и Италия – это страны с невероятным как бы полномочиями земель. В Германии Ландтагсраты, то есть, значит, земельные советы земли Бранденбург или Баден-Вюртемберг или там Миттельрайн – это, в общем, самостоятельные парламенты, которые выбираются народом, и федеральное правительство не может указать, то есть они могут как бы федеральному правительству сказать в определенной ситуации, а мы не согласны с вашими там решениями. Поэтому и Италия, ну, то же самое, там достаточно огромные просто демократические традиции. Вот как-нибудь вы едете по Италии, видите, на горе стоит какой-нибудь малюсенький городок древний, там, с населением в 300 человек. Вот там может быть мэр быть коммунистом, понимаете, которого избирают все. И приди, что-нибудь скажи жителям этого города. Туда приедет Мелони, ее там встретят с уважением, естественно, как она все-таки премьер-министр, но она не сможет им диктовать условия, как жить. Да. Поэтому для того, чтобы перейти к парламентской республике, недостаточно иметь там десяток партий, которые созданы, проплачены олигархами. Там Ахметовым, Порошенко, там Балогой, ну или там кем-то еще, понимаете, Пинчуком или даже Медведчуком, вернувшимся, допустим, при определенных обстоятельствах в украинскую политику, да. Надо иметь глубинную демократию, идущую снизу. Поэтому выстраивать, да, я считаю, что это вполне как бы европейская организация жизни. Вот такие земельные, как бы, но это уникальная немецкая совершенно система, которая шла еще от того, что прусская империя, она не лишала суверенитетов вот эти вот королевства, которые она присоединяла, там Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг и так далее. Она их включала с определенными правами, с каждым подписывался договор, соглашение, и это прошло через испытания нацизмом, это прошло через долгие-долгие годы. Угу. Поэтому немецкая система, она, на мой взгляд, кроме Германии, кроме как в Германии, вообще нигде невозможна. Да, Максим, чуть-чуть призову вас лаконичнее, что вопросов просто много. Ну, чтобы мы... Ну, давайте, хорошо. Я скажу, что я желаю всем добрым людям мира и демократии, естественно, европейской, если вы этого хотите. И в общем, но для этого надо много работать, друзья. И к этому надо расти и внутренне, и социально, и экономически. Да. Если парламент какой-то страны принял закон об уголовной ответственности за слово «антисемитизм», значит ли это, что в скором времени вода в колодцах будет платной, узаконят содомию и прочую
ересь, завоз мигрантов, имущество несогласных рано или поздно перейдет к тем, кто этот закон в кавычках защищает. Причем, заметьте, законно, все законно. Что вы думаете по этому поводу? А я не знаю, парламент какой страны принял... Украина. Украина, слово, закон об антисемитизме, 8 лет тюрьмы. А что там? Что нельзя ругать? Антисемитов евреев. Или евреев? Евреев нельзя ругать. Ну. А Израиль можно ругать при этом? Ну, там сейчас как применений не было, но закон, конечно, жуткий. А евреев ругать нельзя, а русских можно? Русских это обязанность, наверное, ругать сейчас в Украине. Мне кажется, что такие и избирательные как бы вычленения, я считаю, что никого нельзя оскорблять. Критиковать можно кого угодно. И можно любой народ разбирать и обсуждать, разбирать менталитет любого народа, понимаете, как это делал Карл Густав Юнг, например, или как это делал Макс Вебер. Но оскорблять, естественно, унижать любой народ, русский, украинский, еврейский народ, там, армянский, азербайджанский, абсолютно недопустимо, абсолютно невозможно. Специальный закон об антисемитизме – это безумие. На мой взгляд, это чушь. Угу. Евгений, добрый день, Александр Максим Леонардович. Уважаемый Максим, в 2020 году вы приезжали к нам на единственный парад в мире на 9 мая, Минск. С восторгом относились и к моей стране, и к моему президенту. Потом, после событий, связанных с выборами, вы очень сильно критиковали Александра Григорьевича за жесткую позицию к так называемым революционерам. Прошло 5,5 лет. Как вы теперь относитесь к нашему президенту? Я так понимаю, человек из Беларуси пишет. С большим уважением, огромным уважением. В 2020 году я считал и считаю, что все эти избирательные игры были ошибкой, что как бы тогда белорусская власть сама себе привезла гору проблем, которые просто могло бы не быть. Но в целом Александр Лукашенко является совершенно уникальным отцом народа. Я не побоюсь этого слова и говорю это без малейшей иронии. Я бываю в Минске и вижу Минск, вижу молодежь, которая там свободно живет в тех районах, в которых хочет свободно жить и гулять. Вижу людей, которые дышат чистым воздухом, работают, у которых есть социальная защита. Вижу, разговариваю с представителями интеллигенции. Я понимаю, что во многом это все случилось благодаря воле, уму и политическому чутью и способности к лавированию Александра Лукашенко. Небольшая страна с 8-миллионным населением, окруженная матерыми хищниками, Европейским Союзом, Российской Федерацией, понимаете, окруженная агрессивной националистической Украиной, балтийскими странами, не просто выживает, а достигает успехов достаточно серьезных, каких достигает Беларусь, где экономический рост сейчас 4%. Поэтому к Лукашенко приезжают из Америки, из Китая, и он сам ездит с серьезными визитами. А 2020 год, это, на мой взгляд, была ошибка. Мне было горько видеть, что прекрасные белорусские девчонки, может, они тоже были неправы, но видеть, как их избивают дубинками, мне было не по себе. И я слишком с большим уважением отношусь к славянским женщинам, и видеть, как их бьют, просто, ну, как бы... Угу. Нехорошо. Это было нехорошо. Здравствуйте, Александр. Я никогда не изменю свою позицию по этому вопросу. А вот мое уважение к Лукашенко, оно неизменно, оно огромно, и оно растет только с каждым годом. Здравствуйте, Александр. Спасибо вам за разговор с Максимом. Наблюдая за тем, каким образом руководители стран, международные корпорации и политические структуры втягивают свои страны в экономический коллапс, у меня создается впечатление, что большинство из них, этих людей, лудоманы. Они ведь заняты тем, что все больше и больше хотят заработать денег и уже не замечают интерес своих стран, граждан. Это просто необузданный азарт. Что вы скажете о таком взгляде на действительность? Спасибо за ответ. Очень точный взгляд, очень верный, и который как бы описывает современную ситуацию. Более того, цифровые деньги передадут невероятные богатства в руки очень узкой группы людей, которые будут контролировать весь этот процесс. А об этом, собственно, говорит и манифест компании «Палантир», фактически, понимаете, который мы обсуждали этой весной. Вы, наверное, тоже обсуждали, Саша, я думаю. Вот.
Поэтому, да, угроза очень серьезная. И никакие институты, демократические институты, политические институты, которые, в принципе, в эпоху либерализма были и возникали как инструменты контроля со стороны большинства за богатевшим в эпоху капитализма меньшинством, в этом смысл всех парламентов, там, партий там, и так далее. Это все масонские либеральные политические институты. Они тут не смогут даже дотянуться до того, что станет такой железно-цифровой пятой. Это серьезный вызов человечеству, и большинство людей будут находиться в таком сне, в матрице, когда они даже осознавать не будут, что они являются угнетаемыми. Живет человек себе нормальной жизнью, ну и живет там. Вот бифштекс у него там, все есть, в принципе. Понимаете, Да. бабы есть, бифштекс есть, там вино есть. Вопрос такой. А на самом деле человек, большинство людей будет превращено просто в корм. Корм для узкой группы правящей элиты, бесконечно жадной. Это слуги сатаны, тут даже вопросов нет. Вопрос такой от Асефа Бурзуева. По отношению к Армении, мы наступили на те же грабли, что с Украиной, или это грабли из другого материала? Вам не кажется, что мы, я так понимаю, Россия, да, что-то не так делаем, с уважением? Слушайте, во-первых, это никто не наступил ни на какие грабли. Просто российская диаспора в лице Самвела Карапетяна получила на выборах, в которых присутствовали все армянские диаспоры со всех стран мира, включая и Иран. Сколько там, 28% получил Самвел Карапетян, да, его партия. Ну, там примерно, по-моему, 27-28%. Вот эта доля влияния российских, советских армян, советского армянства в политической жизни Республики Армения, которая является центром схождения интересов всех армян всего мира. Американских, французских, аргентинских, иранских, турецких, ливанских и так далее. Успех это или не успех? Вопрос же я ставлю, это вообще чисто, я считаю, выборы в Армении, это вообще чисто армянское дело. Но это важно, армянское дело, это не дело маленькой какой-то группы людей, которые сидят там где-то в джунглях, понимаете. Армяне – это огромная мировая система, которая как бы даже конкурирует с евреями во многих вопросах. Вы только вот, давайте так назовем, есть только евреи, есть армяне. Те, кто занимается глобальной торговлей, глобальным бизнесом, глобальными финансовыми вопросами. Естественно, евреи доминируют в этих вопросах, но армяне тоже, в общем, очень серьезно представлены. В зависимости от региона. Традиционно армяне сильны в тех регионах, которые имеют отношение к Малой Азии. К Малой Азии, к Кавказу, к России. А евреи – это Европа, Ашкенази, Восточная Европа, там Израиль и так далее. В Америке они вполне конкурируют между собой, армяне с евреями. Вот, кстати, коридор Трампа. Есть устойчивая версия в армянском лобби, что это американские армяне занесли просто Трампу чемодан там, со 100 миллионами долларов. А что, это вполне в духе Трампа. Это вполне легальный лоббизм, это не коррупция в Америке. В обмен на то, чтобы он вот этот коридор создал, понимаете? А дальше Трамп использовал свои политические активы там в разговоре с Ильхамом Алиевым, в разговоре с Пашиняном, в разговоре с Путиным, вообще в презентации этого всего. Но изначально это был некий занос от американских. Кстати, Самвел Карапетян, говорят, на выборах в Армении, он тоже представлял не только советских армян. Он, например, говорил, мне это сказал вот Гор Горигян, я делал интервью позавчера с армянским журналистом, очень известным, Радио Ван. Он говорит, во время выборов Самвел Карапетян говорил, что мы будем платить вам социальную помощь за счет диаспоры. А под диаспорой, он говорит, мы, армяне, на армянском языке, имеем в виду не советских армян, а американских и французских. То есть Самвел, который, я думаю, тоже в Америке, в Калифорнии, потому что я, например, знаю московских армян, которые уехали, живут, достигли большого успеха в Калифорнии, да, там или в Техасе. Он, очевидно, тоже с ними связан. И поэтому тут вот еще, может быть, не только советское армянство, а еще какие-то транснациональные коммуникации у них. Да, Но так или иначе, не беспокойтесь, не волнуйтесь, резюмируя.
А выборы в Армении – это чисто армянский вопрос. А то, что там Мария Захарова и другие там выступали по этому поводу, ну, все же бывают на армянских застольях. А это достаточно… Я не бываю практически. А остальные бывают. И это… Ну, как бы меня не зовут. Понимаете? И это, в общем, достаточно… Ну, я бывал раньше. В общем, достаточно обаятельное пространство жизни. Да, перейдем к чату трансляции. Значит, друзья, спасибо большое, что вы онлайн. Не забудьте поставить лайк, подпишитесь на Максима Шевченко, YouTube, Telegram обязательно. Клуб, который сегодня упоминался, тоже закрытая страница. В общем, милости просим. Чат, поехали. Уточнение от пользователя. Вопрос. А Романов, он от британцев или от Рима? Спрашивает вас. Романов от британцев. То есть это не Рим. Вся династия Романовых, а особенно начиная с Петра Первого, считайте, от Британии. Петр после поездки в Англию вернулся вот тем Петром, которого мы уже знаем. Сергей спрашивает, почему Шевченко не пошел на выборы губернатора Владимирской области и не занял место Сипягина, не оправдавшего и близко надежд исторического региона, заложившего основу современной России? Как не пошел, когда пошел? Пошел, но не прошел муниципальный фильтр. Вы что-то не знаете, очевидного. Я собрал подписи, представил их в ЦИК, но там 3 подписи были забракованы. И меня не допустили к выборам губернатора. Если бы допустили, я выиграл бы эти выборы и был бы губернатором Владимирской области, естественно. Здравствуйте. Не знаю, к добру или козлу. Да, здравствуйте. Вопрос. Если предположить, что у Европы ресурсов хватит на 100 лет, сколько будет идти война? И в чем тогда суть этой войны? Если допустить, что ресурсы, ну, предположить, что им вот ресурсы вообще не нужны. Нет, им нужны ресурсы. Так это война за ресурсы. Но им нужны не просто… Да, это, конечно, это война за ресурсы. Это война за ресурсы бывшего Советского Союза. Более того. Ну, то есть… Они хотят получить в полное владение, как это было при шахе Пехлеви в Иране, когда компания British Petroleum всем владела, или как Шеврон на месторождении Тенгиз в Казахстане, понимаете? В полное фактически владение Шеврона, при Назарбаеве был договор. А здесь надо приходить там к Игорю Ивановичу Сечину, к Алексею Миллеру, подписывать какие-то соглашения, договариваться. Они не хотят договариваться. Они хотят приказывать своим смотрящим менеджерам и полностью владеть всем этим. Вот так они хотят. Так было до революции, по крайней мере. До революции Нобель ни с кем не договаривался. Он просто владел бакинскими месторождениями, а Ротшильд владел транспортировкой нефти из Батуми. Они только единственный человек, с кем они стали договариваться, был Иосиф Виссарионович Сталин, как известно, который первый организовал батумскую стачку, а с Нобеля получал деньги, когда переехал потом в Баку и заставил его, как на стрелке ездил. Все это великолепно описано в книге Монтефьори «Молодой Сталин». Кто не читал, прочитайте. Монтефьори ненавидит Сталина, но, в общем, детально описывает такие вот нюансы. Сталин был единственный, кто их заставил делиться, а так они все чувствовали себя господами в Российской империи. Максим Леонардович, пользователь, спрашивает, а будет предупреждение за 12 часов и удар орешником и тактическим ядерным? Вы такое допускаете и когда, в какой момент? Если будет война ядерная, никакого предупреждения не будет. Я думаю, что удар будет не по Украине, а по Европе. И европейцы это понимают прекрасно. Нет смысла бить по Украине, а вот по Европе в случае реальной войны и иллюзий крушения России, поражения России, вот по Европе будет удар. Вот это очень… Тут Караганов, это… Еще раз, слушайте Сергея Караганова. Это человек очень глубокий. У него манера подачи, вот публичной из-за болезни, такая, кажется, ха-ха-ха, дураки хихикают, понимаете? Но умные слушают Сергея Караганова и мотает на ус. Он говорит абсолютно правильные вещи. Он говорит аксиому политики. Просто эйфория от собственных успехов при наличии оружия другого уровня доходит до этого оружия, а дальше возникает дилемма, что
это государство, которое владеет этим оружием последнего удара, должно сдаться или может применить это оружие. Понимаете, да? И тогда растет вероятность применения оружия. И Дмитрий Медведев тоже об этом сообщает. Усиленно просто. Понимаете, все хихикают, не понимают. Ах, как смешно Медведев говорит. Он ничего смешного не говорит. Дмитрий Анатольевич говорит очень страшные вещи, чтобы их услышали, в них поверили. И это на самом деле очень серьезно. Российская элита сигнализирует. Иллюзии поражения России приведут к ядерной войне в Европе. И европейцы, на мой взгляд, слава богу, это слышат. Макрон – это очень разумный человек. Вообще Макрон, чем больше я за ним слежу, тем больше он вызывает такие, Так симпатии. он Говорят, уходит. А может... не, он уходит. А Слушайте, может, мало того, супруга что я... побивает Да немножко. я не обсуждаю чужую супружескую жизнь никогда. Макрон ученик философа Рикара. Он много лет был его секретарем. Рикара, который написал прекрасную книгу «Конфликт интерпретаций», которую я читал еще в советское время с большим увлечением. Я не знал просто этого раньше. В общем, он происходит из такой философской, экономической элиты. Я еще раз говорю, Франция – это та страна, которая всегда была посредником для России в отношениях с Европой. Франция будет мириться с Россией, плюс Ватикан. Знаете, на территории Европы есть одна маленькая страна, которая может стать посредником. Это Ватикан. Мгм. Так, спасибо большое, что смотрите и даете советы. Это всегда... я не знаю, Максим, как вы относитесь? Мне всегда приятно. Максим Леонардович, вы достаточно похудели. Остановитесь, хватит, переживаем за вас. Спасибо вам большое за то, что переживаете. Прекрасно. Я люблю такие сообщения. Но давайте по сути. Вот такой вопрос от Олега. Добрый вечер. Вопрос Максиму. Мосты через Днепр стоят. Железнодорожные переходы из Румынии и Польши стоят. Туннели, снабжающие ВСУ, стоят. А почему? Спасибо вам за интересный эфир и мира, конечно, всем желает Олег. Стоят, потому что, наверное, нет стратегического... Наверное, их уничтожение не входит в стратегические планы руководства Российской Федерации. Ну, это глупость же какая-то, понимаете? Почему глупость? Я не знаю, глупость или не глупость. Нет. Я не знаю, я не военный. Это не просто глупость, а это, скажем так, более сложная вещь. Вот по Криворожстали, где ремонтировалась вся украинская армия первые годы, вообще не наносились ударов. Почему? Потому что она принадлежала компании Миттал индийской. Помните, там скандал был тоже, Пинчук был задействован, Тимошенко в этой скандале вокруг Криворожстали. Там они сначала купили ее по бросовой цене, потом их заставили... А Тимошенко заставила, по-моему, продать, там эту сделку аннулировали. Потом компания Миттал купила уже там за такие серьезные деньги, которые принесли Украине там серьезный доход. Вот вообще не били по ним. Возможно, вопрос в том, кому эти мосты принадлежат. Интересно, кстати, взгляд такой. Чье это, да, чье это? Порты, кстати, которые тоже вроде бьют по ним, но не выносят. От Александра вопрос из чата. Путин выиграет СВО, как вы думаете? Я думаю, что не... И еще раз со связью что-то. Я думаю, что никто не выиграет. Ага, все, спасибо, да. Давайте завершим вот таким отвлеченным вопросом. Я не могу считать выигрышем в чем, я просто не понимаю, в чем выигрыш. Может быть, у той или другой стороны. Да, я понял. И завершим отвлеченным таким вопросом от пользователя. Максим Леонардович, а за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? Респект вам. Когда убивают моих братьев и сестер, советских людей, когда, более того, они сами друг друга убивают, для меня не существует развлечений уровня спортивных мероприятий, понимаете? Я считаю, единственное, в эту эпоху мы не должны лишать радости – это дети. А мы, взрослые, честно говоря, если бы мы все бойкотировали этот чемпионат мира, вот каждый русский, каждый украинец, мы все сказали бы, мы не будем это смотреть принципиально. Европейцы бы сказали, мы не будем это смотреть. До тех пор, пока идет эта война, для нас не должно существовать ни олимпиад, ни чемпионатов миров никаких.
Ничего этого не должно существовать. Никаких развлечений такого рода. Пока идет эта война, наши души кровоточат. Если мы нормальные люди, если мы на самом деле дети своих отцов, матерей, бабушек и дедушек, понимаете, и так далее. Вот это мой ответ. И это для меня принципиальный вопрос. Максим Шевченко был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Пожалуйста, до свидания. Друзья, берегите себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.